это обсуждали. Он думает, что он босс мафии. Все дело в том, что в прошлом году он был британским тайным агентом. Терпение, Дженни. Я тоже хочу, чтобы Джеки стала лучше. Дайте лекарствам Дженни! время. О, нет. Он не готов к новой встрече. Дженни, стой! Красавчик. Дженни не хочет тебя видеть. Говорят, ты слишком возбудился в тот раз. Ну, хоть какой-то прогресс. Впрочем, лекарство дает лишь временное прояснение. Он уверен, что его бред реален. Прочь с дороги. Больше так не делай, псих. Ты еще пожалеешь. Дженни, я знаю, ты слышишь? Видал я парней покрепче. Дженни, я знаю, ты слышишь? Видал я парней покрепче. Уходи. Эй, придурок, ты знаешь, как отсюда свалить? О, Дженни, где же ты? Джеки, я здесь, Джеки. Я работаю дальше. О, Дженни, я так люблю тебя. Мне так одиноко без тебя. А то, поцелуй меня. Бог мой, куда я попал? Дженни, я не могу найти тебя. Прости, Джеки, у меня есть и другие пациенты. Но, Дженни, я хочу спасти тебя. Мне было так одиноко. Прими лекарство, и можешь пощупать мою грудь. Сам виноват, сам спросил. Предположим, бабочка взмахнула крыльями в Техасе. По теории фракталов это может вызвать торнадо в Бразилии. Тогда почему эту бабочку никто не остановит? Она уже столько бед натворила. Предположим, бабочка взмахнула крыльями в Техасе. По теории фракталов это может вызвать торнадо в Бразилии. Он Тогда же почему на эту мои бабочку яйца никто не пялится. остановит? Она уже столько бед натворила. О, привет, Джеки. Не трепись, понятно? Ты ни о чем не рассказывай. Ты меня рассмешил. Ты лучше всех, Джеки. Ты мой лучший друг. Дружище Джеки. Не трепись, понятно? Здрасте. Джонни, помоги мне снова выбраться отсюда. Я не вижу своих глаз. Говорят, что таблетки помогут. Но это ложь, Джеки. Они меняют реальность. Джонни, ты что? Что с тобой сделали? Вернулся, значит? Где ты был? Я знаю, ты выходил. Но не знаю, зачем вернулся. Ошибся, наверное. Это все какая-то иллюзия. Вот увидишь. Спроси доктора Джимми. Думаю, я должен испугаться, но почему? Может, тебя здесь нет на самом деле? Или меня? Не важно. Скоро мы проснемся. Это лишь сон. А вдруг ты проснешься, а я всего лишь твой сон? Я так не хочу. Вернулся, значит? Где ты был? Заявился. Черви не уважают право на частную собственность. Лезут на грядки с клубникой, как к себе домой.
Асаи очень интересный фрукт. Звучит экзотично. Черви не уважают право на частную собственность. Лезут на грядки с Там клубникой. нельзя как стоять. к себе Это место домой. занято. Привет! Все путем, Джеки? Ты молодец, Джеки. Я горжусь, что ты в моем отделении. Все хорошо, сынок? Все в порядке? Все путем, Джеки? Ты молодец, Джеки. Я горжусь, что ты в моем отделении. Ты только не сбавляй темп. Эти флуоресцентные лампы портят глаза. Это все сон, верно? Не все мясо на вкус, как курица. Немецкий туалет называется Пуккенперден. Это сказал мне один мальчик в детском саду, и я запомнил. А другим приходится все время напоминать. Кто мы? Почему мы здесь? Вот вопрос, а? Для меня все началось, когда я сорвал одежды и голым выбежал на улицу. Вы можете понять юмор только тогда, когда сумеете измерить реакцию на шутку. Я придумал специальную 13-бальную шкалу, но попал сюда, и дело заглохло. Вы не можете! Я здоров! Не смейте меня тут запирать, ублюдка! Вот что я бы сказал, если бы был психом. Я вижу сквозь тебя! Если я закрою глаза, исчезнут все, кроме меня. Все звуки — лишь отголоски прошлого. Вот почему я так одинок. Здесь все не настоящие. Мой учитель по труду постоянно говорил мне, что я должен перестать бить по клуше. А я и не знал, что такое клуша. В общем, до сих пор не знаю. Конечно, мой диагноз по второй оси — вертебральные изменения личности. Я же говорил вам, зачем же здесь врачи, если они ничего не хотят понимать? Бред. Конечно, мой диагноз по второй оси — вертебральные изменения личности. Я же говорил вам, зачем же здесь врачи, Здравствуй, если они Джеки. ничего не хотят понимать? Тебе не стоит отказываться от лекарств. Если ты продолжишь курс, галлюцинации исчезнут, и тогда доктор Вик разрешит тебе видеться с сестрой Дженни. Ну, согласен? Я хочу выбраться отсюда с Дженни. Продолжай пить лекарства. Ха, я знал, что ты так скажешь. Давай, ну давай. Ох, ну включайся. Что случилось? Вижу, мы идем на поправку. Я вижу, ты больше не мочишься в постель, Джеки. Мне кажется, ты стал слишком часто плакать, Джеки. Я понимаю, Джеки, ты хочешь домой, в этот твой особняк, пентхаус или что там у тебя на этой неделе. Но пока что мы твоя семья. Вижу, мы идем на поправку. День добрый, Джеки. Свифти, ты знаешь, где можно взять нож, отвертку, хоть что-то? Не могу найти свои зубы. Зубы, ты мне не поможешь? Тьфу! Это ты опять? Дольфо, только ты можешь мне помочь. Мне нужно любое оружие, все равно какое. Что? Да. Панцердивизии, мессершмитты, линкоры. Польщен. Так как отсюда выйти? Нам нужно разработать план. Рекомендую посетить чулан. Там ты найдешь все, что нужно.
Наступай танковыми клиньями на Париж и не смей разговаривать с большевиками! Когда закончишь, я скажу, что делать дальше. За Фатерланд! Чехословакии как государства больше нет! Тише, или я запру тебя в комнате. Сталинист. Адольф, клянусь, еще хоть слово. Gesundheit. Я взял за правило окружать себя людьми, которые еще дурнее меня. Этому я обязан своими успехами на посту фюрера Третьего Рейха. Знаете, я бы не возражал, если бы на 2 пляжах высадились англичане, а чуть подальше американцы. Но вдруг я просыпаюсь, и там еще эти долбаные канадцы! Кто их вообще приглашал? Ты хороший мальчик. Сильный и здоровый. Шорты тебе пойдут, meine kleine Шницель. Я ухожу в бункер. Если услышите шум, не волнуйтесь. И аннулируйте мою подписку на диктатуру и жизнь. Подготовьте пусковую установку. Проваливай. Ох, мне на него смотреть больно. Ты знаешь, как выйти, старик? Ты этого не хочешь. Что? Что за вопрос? Идем, времени мало. Подожди. Мы знакомы? Главное, не бойся, Джеки. Я не боюсь. Меня все задолбало. Очень вовремя, а? Закрой дверь. Теперь обернись. Эй, мартышка!